Приветствую на канале. Вот такое чудо мы будем сегодня изобретать. А почему в описании указано 3 в одном? Так потому, что это помимо насоса для лодки еще и ветродувка. Но и это еще не все. А что же третье, узнаете далее в ролике. А я начинаю. Для самоделки мне понадобился корпус от старого шуруповерта. Всем известный моторчик с Алиэкспресса, самый дешевый, так как на данный момент инструмент экспериментальный и не хотелось в него много влаживать. А также понадобится драйвер, чтобы этот моторчик запустить. Но так как китайские товары никогда не славились качеством, драйвер мне пришел нерабочий. Деньги у китайца я забрал обратно и заказал нормальный драйвер с регулировкой оборотов. Первым делом собрал схему для проверки работоспособности всех устройств. Отметил, что мне нужно перед тем, как показывать вам. Фазы подключил рандомно, и моторчик заработал на полную мощность. Думаю, нет никакой разницы для современных драйверов, как подключать фазы. Все равно будет работать. Для самых любопытных схему подключения закреплю в видео. Напрямую запитался от вывода аккумулятора. Контакты драйвера красный к плюсу, черный к минусу. Как уже сказал, контакты 3 фаз подключил наугад, все 3 провода. Испытание показало, что схема рабочая и можно продолжить работу дальше. Выпаяв кнопку шуруповерта, оставляю только контактную площадку для аккумулятора. Теперь нужно разместить драйвер в рукояти шуруповерта. Изначально же план был, что драйвер будет круглый и будет находиться в корпусе. Но из-за халатности китайского производителя схема монтажа меняется. После удаления мешающих частей в ручке драйвер ложится на свое место. Можно соединять контактную площадку с драйвером моторчика. Моторчик я, как и положено, поместил в корпус от пластиковой бутылки и усадил паяльным феном. Не пугайтесь, сейчас моторчик стоит неправильно. Это для удобства работы с феном. После усадки сделал прорезь для проводов, так как конструктивно по-другому они не легли бы у меня в корпус шуруповерта. Далее контроль, проверки-перепроверки, удаление мешающих частей в корпусе шуруповерта. Основная проблема заключалась в укладке проводов, так как они увеличивали исходный диаметр моторчика. Но терпение и труд дали свой результат. Провода удачно проложены, корпус закрывается. Очередная проверка, как уже все вместе лежит в корпусе перед завершающим этапом сборки. Изначально моторчик в корпусе бутылки я обмотал термоскотчем для минимализации воздушной утечки, но в дальнейшем от этой идеи пришлось отказаться, и скотч был заменен на строительный силикон. Оказывается, у обычного силикона из магазина допустимая температура работы до 120 градусов, а моторчик хоть и греется, но не до таких температур. Финальный этап сборки – пайка 3 контактов двигателя к драйверу и их упаковка в корпус.
Здесь действовал согласно первоначальной схеме, которая у меня оказалась рабочей. В долгожданный момент этап сборки всего воедино. Конечно же, есть небольшие огрехи, так как все это собирается на коленке, но все же корпус закрывается, винты вкручиваются и инструмент приобретает свой конечный вид. Ну и какая самоделка без термоклея. Регулятор оборотов посажу на термоклей, тем самым зафиксирую его в нужном мне положении. Коннектор я также приобрел на AliExpress. На удивление, он оказался хорошего качества с качественной силиконовой прокладкой. Диаметром 21 мм он прекрасно входит в горловину бутылки с маленькими зазорами. А это значит, что мы можем использовать крышку от бутылки как основное соединение с корпусом. Просверлив отверстие в крышке диаметром 20 мм, плотненько вставил туда коннектор. И внутри все это дело аккуратно замазал силиконом, который будет выступать в роли прокладки и уплотнителя. Получился съемный коннектор с уплотнительной прокладкой внутри винтовой части. Сборка окончена и пора приступить к испытанию этого замечательного устройства. Тут все можно оставить без комментариев, но у нас остался третий способ применения данного устройства, и сейчас он у вас в углу экрана. Я использую его как насос подачи воздуха для моего самодельного аэрографа. Не нужно покупать или изготавливать никаких дополнительных устройств. Присоединил и можно красить. Об этом в ближайшее время выйдет отдельный ролик на канале, так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить интересные видео на моем канале. А что касается насоса для лодки, вы видите все сами. Буквально секунды уходят на накачку лодки. При условии, что это самый дешевый моторчик, который я мог найти на сайте. Если ножным насосом накачать лодку у меня уходило около 10 минут, то теперь эта процедура занимает около минуты. Результатом очень доволен. Качаю таким способом первый раз, есть небольшие огрехи, но все приходит с опытом. В планах на будущее все же купить более дорогой и мощный моторчик, так как неизвестно, сколько прослужит данная модель. Но учитывая то, что накачка лодки происходит так быстро, он не успеет перегреться и прослужит еще не один сезон на рыбалке. На этом у меня все, надеюсь, видео было полезным, а если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Пишите, что думаете о данном девайсе, что можно сделать по-другому, будет интересно почитать. Ну и конечно же, будет очень приятно, если вы подпишетесь на канал и прожмете лайк этому видео. Спасибо за просмотр.